Друзья, всем привет! Появилась у меня неисправность, утечка антифриза с радиатора охлаждения двигателя. Сейчас буду снимать и менять радиатор полностью в сборе. Буду показывать, какой инструмент и вкратце последовательность, как до него добраться, разобрать и поменять. Начнем. Для сегодняшней работы по замене радиатора охлаждения Шкода Октавия 1.6 BSE двигатель нам понадобится следующий инструмент. Набор отверток. Большая, крестовинная и маленькая, где-то поддевать, снимать разъемы. Ключ на 10, который для соединения клеммы минуса на аккумуляторной батарее. Торекс ключи Т30 и Т25. Два пластмассовых поджима. Первое, что буду снимать, это передний бампер. Для этого справа и слева откручиваем ключом Торекс Т25 3 болта, раз, два и один скрытый сверху. Крепление бампера к подкрылкам. Откручиваем 3 винта крепления бампера к усилителю Торекс Т30. Выкручиваем 2 винта крепления бампера к подкрылку. Поддеваем отверткой и извлекаем распорные штифты. Я при помощи вот такой вот штуки делаю это. В 3 местах крепления бампера к усилителю. В мануале не написано, но откручиваем фиксатор передней фары и извлекаем фару. Не забываем рычажок на себя, чтобы фара вышла, фиксатор фары. И здесь с левой и с правой стороны откручиваем крепление бампера к раме ключом Торекс Т25. Снимаем спереди дополнительно вкладки и с 2 сторон откручиваем тоже винт Торекс Т25. С одной и для себя открывается, и со второй стороны. Открутили 2 винта, и по идее все, должен пойти. Все. Наш бампер. Убрали бампер и получили доступ ближе к радиатору. Вот у меня мокро с этой стороны, оно идет сверху. Вижу, что сверху вот сочится. И надо мне туда добраться. Так она мне даже больше нравится. Более какая-то брутальная, грубая. На Бугатти смахивает. Далее, чтобы у нас было здесь свободнее пространство, снимаем корпус воздушного фильтра. Отпускаем хомут воздушного патрубка к впускному коллектору. Далее пальцами нажимаем кольцо фиксации рукава подачи воздуха в выпускной коллектор и снимаем его. Снимаем воздуховод от корпуса фильтра. Откручиваем крестовинной отверткой 4 винта крепления крышки воздушного фильтра. Снимаем крышку. Откручиваем винт крепления фильтра. Извлекаем вверх скобу. Извлекаем фильтр. Шестигранником на 6 откручиваем винт крепления корпуса к раме. С небольшим усилием достаем корпус воздушного фильтра. Далее отсоединяем диффузор
и воздуховод, который идет к низу, к глушителю шума впуска. Для этого в нижней части нужно отсоединить хомут воздуховода, а в верхней части отсоединить диффузор. Сжимаем хомут воздухоподводящего рукава к глушителю шума пуска и смещаем его на себя. Откручиваем ключом Torex T25 дополнительное крепление воздуховода. После того, как сместили, снимаем воздухоподвод. Откручиваем два болта крепления справа и слева диффузора и выводим вместе с патрубком. Извлекаем диффузор. Получаем доступ к электровентиляторам радиатора. Чтобы их отсоединить, нам нужно в нижней части отсоединить колодку проводов подключения корпуса вентилятора и открутить 4 болта, по 2 болта с левой и с правой стороны. Для того, чтобы отсоединить колодку проводов, есть вот фиксатор, его нужно поднять вверх. Помимо вот этого флажка, который красный поднимается вверх, еще дополнительно отверточкой нужно надавить немного в верхнюю часть, чтобы открылся замок. Тогда она легко снимается. Откручиваем Т-30 от 4 винта. 2 справа, 2 слева. Выкручиваю последнего болта. В нижней части еще освобождаем трещотчатый зажим. Держит патрубок подвода антифриза к радиатору. И все. И теперь мы, в принципе, можем извлечь наш корпус с вентилятором. Извлекли наш корпус с вентиляторами охлаждения. После извлечения вентиляторов получаем доступ к радиатору. У меня еще подсоединены 2 патрубка. Не знаю, есть у меня желание еще раз завести. В принципе, если блок, отключенный от вентиляторов, позволит это сделать, то я хочу еще раз убедиться, где у меня происходит где-то вот в этой части утечка антифриза. Поэтому сейчас попробую завести и посмотрим. Нашел, друзья, вот смотрите, верхняя трубка по самому краю. Видно, что вот сюда она у меня по самой верхней трубке и вытекает. Вот она. Я нажимаю на патрубок. Вот верхняя трубочка. Вот антифриз бросает. Не знаю, посмотрю. Вот оно, вход в пластмассу. Что здесь можно? Может, что-то можно сделать. Все, глушу двигатель. Извлекаю дальше радиатор. Для этого антифриз еще не сливал. Отсоединяю нижний патрубок и сливаю антифриз. В принципе, немного вышло, наверное, в блоке всю половину осталось. Сейчас еще отсоединю верхний патрубок. При отсоединении верхнего патрубка часть антифриза еще в патрубке находится, так что желательно, чтобы не попало на вас. В нижней части отсоединяем клемму датчика температуры охлаждающей жидкости. При отсоединении фишки с датчика температуры в верхней части фишки нужно язычок приподнять вверх и до щелчка и снять, откинуть фишку. Не забываем потом подключать все при установке в обратной последовательности. Выворачиваем 2 болта крепления справа и слева Torex T30 радиатора к раме
В общей сложности откручиваем 4. Раз, два. С этой стороны такой же 3 и верхний 4. Все, выкрутили 4 болта. И последние демонтажные болты. В мануале о них ничего не сказано. Радиаторы на таких вот подушках крепятся с одной стороны и со второй стороны. Данные подушки крепятся вот здесь. Нужно открутить 2 винта Torex T30 и радиатор можно будет выводить. Откручиваю, смотрим дальше. Открутил я боковые болты, но почему-то не пошло. Думал, тут как-то система, ВАК придумали поворотную, вот как-то вращается, и он должен будет извлекаться. А оказывается, еще есть дополнительный болт крепления вот этого гасителя резинового. Он находится вот, друзья, вот этот болт под Т25. Можно либо извлекать фару, либо можно здесь вот удлинителем вот этот болт с одной и со второй стороны выкручиваем тоже. Извлекать 2 последних этих болта лучше, конечно, извлечь фару, потому что удобнее будет крутить и без всяких проблем их можно будет открутить. После того, как мы открутили передние 4 болта, 2 болта, которые за фарами шли, также еще снизу 2 болта боковых, которые боковые были, остался, вот сейчас начал извлекать, и есть еще один в сложном доступном месте, один болт, который фиксирует радиатор. Для этого вот в этой части вся планка, которая крепление конденсора идет, конденсатора, вот этот болт. Его, чтобы открутить, нужно немного наклонить радиатор вперед, подать, уже после того, как все эти открутили. И после того уже по диагонали снизу его выкручивать, когда он уже засветится. Находится он в такой вот нелегко доступном месте, вот он, с этой стороны. И только после этого все, уже фиксация нашего радиатора освободится, и мы сможем их извлечь из стабилизаторов резиновых, которые в нижней части поддерживающей рамы стоят. Все, выкручиваю его. Здесь головка Т30. И выкручивается он в последнюю очередь. После того, как открутили последний болт, все, наш радиатор подается вперед, приподнимаем его и смотрим, как аккуратно извлечь. Конечно, здесь надо было еще отсоединить патрубок. Аккуратно, потихонечку. Со старого радиатора снимаю боковые амортизаторы, фиксаторы и снимаю 2 пластмассовых перехода, к которым патрубки охлаждения крепятся. Скобу вниз, одну и вторую снимаю. В этом находится датчик температуры охлаждающей жидкости. Извлекаю, убираю в сторону. В нижнем патрубке снимается скоба вверх и извлекается с усилием боковым отвертки на себя. Уплотнительная резинка снимается. Внутри стоит температурный датчик. Нашел я причину, по которой потек мой радиатор. Дал протечку. Смотрите. Коррозия сквозная, как бы. Тут переход. Не знаю, тут ничего не сделаешь. И такая же ситуация, смотрите, еще даже глубже. Вот. Из-под резинки. Вот я вам показываю. Дырка.
съел антифриз трубки. Сплошная коррозия, не буду я ничего восстанавливать, покупаю новый радиатор и устанавливаю взамен старого. Оригинальный номер радиатора 1КО-121-251-ДК. Заказал радиатор, заказал фирмы Stellax, артикул, сейчас вам скажу, 10-25-204-SX, напишу ниже. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. На него 1 год гарантии. Цена его в диапазоне 170 рублей белорусских. На сегодняшний день это там 60-70 долларов где-то. Сейчас мы откроем, посмотрим. Не знаю, что сказать. Пластмасса, железо, алюминий. В принципе, все соответствует. Вот наши направляющие. Смотрим, подходят ли патрубки. Все, дерется зеленый патрубок. Сюда будет фиксируем. Все, патрубки отдаются. Буду собирать и устанавливать на место. Собрал все на место. Еще одна операция, которую необходимо сделать перед заливкой антифриза, чтобы не угробить наш новый радиатор. Нужно проверить сбросной клапан на крышке бачка заливки антифриза. Вот он, клапан. При превышении давления, чтобы он отрабатывал и избыточный воздух сбрасывал в атмосферу. Как его проверить? Для этого можно закручиваем крышку плотно до конца. Шланг, который у нас идет на подачу, я зажимаю. И отбрасываем шланг, который идет на обратке. Сюда в обратку будем подавать сжатый воздух. Сжатый воздух можно подать давлением 1,2, 1,3 атмосферы и должны услышать звук, как сбрасывается воздух. Если это не происходит, нужно в срочном порядке принимать меры по восстановлению либо замене этого крышки с клапаном. Потому что если этого не будет сбрасывать избыточное давление воздуха, можно порвать ту же самую, будет искать слабую систему. Место в системе — это печка, радиатор. Вот, есть характерный звук. 1,2 атмосферы отрабатывает у меня. Все работает, значит, устанавливаю на место шланг обратки. Подачу и не забываем про хомуты. Приобрел концентрат антифриза Фебли Билштейн номер 01381. Наверное, буду разбавлять 1 к 1. И приобрел такую 5-литровую бутылку дистиллированной воды. Сейчас разбавлю и буду заливать в систему. И пробовать запускать автомобиль. Все, друзья. Надеюсь, все у меня получится. Сейчас еще сниму, если все хорошо, нигде не течет. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Если мое видео было полезным, старался как можно кратко осветить данную замену радиатора охлаждения. Если понравилось, пишите, ставьте лайки.
удачи, всем пока-пока, до новых встреч.